Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить простой и очень вкусный суп на каждый день. Можно использовать любое мясо. У меня сегодня это куриное филе весом 320 граммов, но можно использовать любую часть курицы. Я разрезаю пополам. Берем 2 литра воды, отправляем сюда куриное филе или другое мясо. Даем закипеть. Мелко нарезаем одну небольшую луковицу. Я не люблю лук в зажарке, поэтому я его добавляю в бульон. Он отдает свой аромат и вкус, но при этом при варке он почти как исчезает, растворяется в воде. 4 картофелины нарезаем кубиком или соломкой, как кто предпочитает. Снимаем пенку, которая образовывается, и провариваем мясо до готовности. У меня это куриное филе, оно будет готово приблизительно уже через 10 минут, потому что оно такое вот тоненькое. Но если вы используете мясо на кости, бедрышки, например, или голени, то, конечно, можно проварить и 30-40 минут, и бульон у вас так получится и наваристее, и вкуснее, нежели на курином филе. Одну небольшую морковь весом 100 граммов натираем на терке, на мелкой. Достаем куриное филе, перекладываем его на отдельную тарелку. Сюда в бульон добавляем лук и картофель. Варим до готовности картошки. На растительном масле пассируем морковь, чтобы суп получил красивый желтый цвет. Не зажариваем ее ни в коем случае, а просто на небольшом огне пассируем. Пока картофель варится, не забываем добавить сюда лавровый лист и несколько горошин черного перца, где-то штук 6-8. Мясо нарезаем на кубики. Оно уже немного остыло. Когда картофель уже готов, добавляем сюда морковь обжаренную, перемешиваем. Также сюда же снова кусочки мяса. Вот такой красивый желтенький суп получается. Но это еще не все. Нужно обязательно посолить. Солим по вкусу. И остался один последний ингредиент. Берем 2 яйца, добавляем сюда немного обычной воды, холодной, и вот так вот перемешиваем вилочкой. Добавляем яйца в суп, перемешиваем его, даем ему закипеть и выключаем огонь. Для подачи мелко нарезаем зелень. У меня петрушка, вы можете взять любую по вкусу. Суп уже хорошо настоялся, и можно уже его насыпать в тарелку. Посмотрите, какой он получается красивый. Вот такая яичная паутинка образовывается. Цвет очень приятный, желтенький, аромат очень вкусный. И подаем с зеленью. Вот такой вот красивый, простой и очень вкусный суп получился. Очень вкусно подавать такой суп с хлебом и со сливочным маслом. Кстати, этот хлеб я сделала на сковороде. Очень скоро поделюсь с вами этим рецептом. Получается очень и очень отлично. А теперь давайте попробуем суп. Очень вкусно, ну очень. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.